Друзья, всем привет! Вы на канале про NFT Games. И сегодня мы смотрим проект, который уже давно на радаре, и многие просили сделать по нему обзор. Это проект Moon. Посмотрим, что за проект, какие у него особенности, чем он интересен и, конечно же, как на этом всем можно заработать. Ну что, готовы? Тогда начинаем. Итак, Moon – это интерактивная, экономическая, политическая и социальная метавселенная, созданная для того, чтобы игроки могли виртуально исследовать и колонизировать Луну. Игра построена на блокчейне сети Binance и предлагает интересный игровой процесс, включающий множество действий, позволяющих игрокам вести бизнес, создавать сообщество и создавать процветающую цивилизацию на Луне. Moon вдохновлен самыми известными и успешными реал-тайм стратегиями с открытым исходным кодом, такие как SimCity, Rise of Nations и Age of Empires. 126 тысяч хексов или виртуальных земляных участков Moon, представленных в виде NFT, позволяют игрокам открывать бизнес, строить недвижимость и развивать виды деятельности, приносящие доход в токенах Moon. Земельные участки можно покупать, продавать, сдавать в аренду и объединять в политические образования страны, которые затем могут создавать союзы, воевать, взимать налоги со всей экономической деятельности в пределах своих границ, точно так же, как в реальном мире. В игре планируется использовать три основные роли для игроков. Первое – пионеры, первооткрыватели или первопроходцы. Это провидцы и предприниматели, которые стремятся превратить Луну в продуктивную новую цивилизацию. Вторые – ученые. Это технологи, ученые и люди, обладающие ноу-хау для создания наиболее привлекательных условий для экономического и социального развития. И третьи – это генералы. Каждой цивилизации нужны правила и законы. Генералы – это те, кому поручено принимать политические и административные и военные решения. Земли и что с ними делать? Как мы уже упоминали ранее, всего есть 126 тысяч NFT земель, которые можно использовать для покупки, продажи, обмены и сдачи в аренду, размещать компании, жилые помещения, торговые зоны и другие виды деятельности, приносящие экономическую выгоду, для добычи полезных ископаемых, которые затем используются для развития экономики самого земельного участка или продаются другим странам. Могут размещаться компании, созданные для производства внутриигровых NFT. Вся экономическая деятельность на земельном участке может облагаться налогом владельцам-администраторам участка. Весь доход, получаемый от земельных участков, выражен в собственном токене Moon, что и есть пассивный доход со всех транзакций на земле, которыми вы владеете. Вот такой вот ролик нам презентовали разработчики, друзья мои. Ну, можно еще много рассказывать про этот проект, что нас ждет. Это и страны, и дополнительные внутриигровые награды, и разгадывание лунных тайн, теории заговора, миссии и так далее, и так далее, и так далее. Но я этого сейчас подробно не буду рассказывать, потому что это все впереди, это все, что обещают разработчики сделать. Мы с вами давайте посмотрим на то, что есть вот сейчас уже, и что можно сделать сейчас, и что уже готово, так сказать. И как обычно, начнем с сайта. Сайт встречает нас вот такой вот красивой заставочкой с лунными пейзажами. Листаем ниже сразу видим, что был у них листинг на Redkite и на CDFI, две довольно-таки известные лаунчпад площадки. Это хорошо, это плюс в целом. Дальше. Про продажу земель, цены, все тут обозначено. Ну, про сами земли чуть-чуть попозже мы посмотрим, как это все работает, какие они есть и так далее. Чуть позже расскажу. Ну, вот какие-то новости и публикации они добавили. Я посмотрел, ну, в принципе, про каких-то астронавтах их историю рассказывают.
Ну, в общем, кому интересно, почитайте, да. Здесь, что они обещают здесь? Здесь вот обещание, да, типа, что купи землю и создай себе там пожизненный доход реальных денег. Вот как-то так. Вот. Дальше, ребят, вот тут показывают, какие будут станции, какие будут вообще постройки и так далее, что там они могут добывать, какие-то ресурсы, порталы и так далее. Ну, это в этом видео я это подробно рассматривать не буду. Почему? Потому что, во-первых, до запуска игры еще много времени и может что-то поменяться, что-то измениться и так далее, да. Вот, поэтому лучше уже ближе к делу, если будет интерес к этому проекту у аудитории, у меня лично, то я, конечно, уже как бы запарюсь и сделаю полноценный обзор. Вот, ну, про ресурсы вот тут написано, рассказано. Если все-таки же кто-то захочет покупать земли здесь, да, в этом проекте, в этой луне, ну вот, можно ознакомиться с ресурсами, какие они, для чего, потому что выбирать землю и покупать нужно, конечно же, чтобы на ней было как можно больше ресурсов и как они находились как можно ближе к каким-то объектам. Ну, опять же таки, чуть попозже посмотрим на глобусе, как это все выглядит. Так, дальше что? Ну, тут какие-то вот видеоролики, здесь еще можно прочитать мифология и так далее. Вот здесь предлагают купить нам земли, это мы тоже попозже посмотрим. Инвесторы. Ну, список инвесторов довольно-таки большой, среди них компания GD10 Ventures, довольно-таки крупная компания, ну и вот, в принципе, неплохо, да, тоже как бы такой плюс. И вот про что я хотел вам рассказать, ребят, это команда. Конечно, кто смотрит мой канал постоянно, знает, что я к команде отношусь очень и очень трепетно. Сейчас вам расскажу почему. Потому что если вы, допустим, захотите купить в этом проекте землю или в любом другом, неважно в каком, да, то первое, с чего, во-первых, вам нужно сделать самостоятельный анализ, проанализировать все плюсы, все минусы, оценить риски. Так вот, когда начнете делать анализ, вот, ну, лично я как делаю, и вам тоже могу порекомендовать, посмотрите на команду. Посмотрите на их лица, на их жизнь, что за ребята, чем занимаются и так далее, какие у них прошлые успехи, заслуги. Почему это важно? Потому что вот это все, что у них есть в округе, сайт, там какие-то идеи, это все картинки, это все видео, это все, условно говоря, сейчас не работает. То есть и принося деньги в этот проект, условно говоря, вы приносите деньги вот этим вот ребятам, которые сейчас на вашем экране. Да, то есть вы приносите им деньги, вы им доверяете свои деньги, и от того, как они работают, как они строят свою работу, команду там и так далее, как они там дальше распоряжаются этими деньгами, грамотно или неграмотно, зависит будущее проекта. Вот от этих ребят, а не от того, какие там они сейчас нам показывают картинки и обещания. То есть как они будут двигаться дальше. Будут хорошо двигаться, будут ребята нормально работать, надежные, проекта будет будущее. Поэтому вот хорошо, у них здесь есть ссылочки, можно заглянуть, каждого посмотреть, как говорится, заглянуть им в глаза. Вот я одного открыл, это SEO, он с Литвы, ну и вот тут про него очень много информации, его там биография, где он работал, где учился и так далее. Все это можно посмотреть, почитать, вот какие-то статьи, где он был, все это рассказывается. Ну, в общем, ребят, если надумаете заходить, обязательно изучите команду. Вот. Дальше что? Ну, по сайту, наверное, все. Давайте перейдем непосредственно к землям. Ну и теперь давайте, собственно, посмотрим глобус Луны. Что тут? Ну, вот так вот он выглядит. И тут у нас есть фильтры. То есть вот эти земли, вот зелененькие, это те, которые уже выкуплены. Да, вот можно приблизить, посмотреть, что за земли. Вот мы видим здесь ресурсы, да, вот много ресурсов и так далее. Вот эта земля выкуплена, вот это выкуплено с ресурсами. Ну, какой-то прям тут кладезь, да, ресурсов. Ну, вот этот выкуплена пустая земля, без ресурсов. Вот тоже много ресурсов тут. Вот, ну и давайте посмотрим, какие есть на продажу.
Вот тоже хороший, да, ресурс. 681 доллар стоит. 10 ресурсов. Ну, в общем, вот так вот можно Луну потихонечку изучать. Вот, 418. Ну вот, смотреть глобус. И, ребят, смотрите, что здесь есть сейчас еще интересного. Это акция от разработчиков. Акция от разработчиков. Все ссылочки, естественно, будут в описании. Поэтому заходите. Акция от разработчиков. И от нас, мне удалось с ними договориться. И специально для моих подписчиков канала, скидка 25% на покупку земель. Это от меня. И плюс у них вот идет сейчас акция. Вот они тут пишут, что на землю, которую там покупаешь, сейчас они добавляют еще ресурсов. Поэтому, ребят, ссылочка на скидочку будет в описании. Обязательно, 25% это, я думаю, солидная скидка. Пожалуйста, пользуйтесь. Но всегда помните, ребят, самостоятельный анализ делать нужно обязательно. Я лишь всего делюсь с вами своими, так сказать, мыслями, наработками какими-то. И все. А дальше делайте свой анализ. Оценивайте свои риски перед каждой покупочкой. Вот. И если надумаете вас купить, то скидочку не забываем. Вот. Ну, вроде бы все. Вроде бы у меня все. На этом давайте будем с вами прощаться. Вот такой вот проект. Будем за ним наблюдать. Ну, всем пока. Всем профита. До встречи на игровых полях.